Привет, друзья! В сегодняшнем видео хотел бы поговорить о вентиляции и правильности подключения вентиляторов, так как это одна из самых частых неисправностей, так сказать. У нас тут есть вентилятор, который подключен вот таким образом. Чтобы было понятнее, я сейчас там нарисую схему вам. Перенесемся на пару минут к нашей любимой доске. Итак, схема этого вентилятора, впрочем, как и любого асинхронного двигателя, работающего на одной фазе, выглядит следующим образом. У меня есть две обмотки. Одной обмотки ему недостаточно. Одна обмотка рабочая, вторая обмотка, ее называют пусковая, но это как бы она производит сдвиг фазы, чтобы это все работало, потому что на одной фазе оно не сможет работать. Допустим, какой-нибудь слабомощный вентилятор может, но он будет очень долго разгоняться, поэтому нужно хотя бы две, так сказать, фазы, чтобы создать вращающееся поле. И также нужен еще рабочий конденсатор, который будет это смещение делать. В нашем случае тут ротор. Это у нас общий. В нашем случае один провод, фаза L, подключается сюда, а второй, нулевой, подключается сюда. При таком подключении все будет работать как надо. А если, допустим, нашу нейтраль подключить сюда, то двигатель начнет крутиться в обратную сторону. Вращение это будет немного медленнее, потому что сопротивление вспомогательное, оно в 2 раза выше, чем сопротивление этой обмотки. То есть мало того, что направление не то, что надо, так еще и он крутится медленнее. И поэтому падает производительность очень сильно такого. К слову сказать, данная схема используется также в компрессоре кондиционера и во всех его вентиляторах. Поэтому данную схему подключения желательно знать. В таких вентиляторах, как в этом видео, центробежных, независимо от направления вращения колеса, воздух будет стремиться наружу. То есть, если он крутится в обратную сторону, он не будет дуть в обратном направлении, он будет дуть просто туда же, но гораздо слабее. Вот что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Вот он сейчас работает. Он даже не может толком открыть обратный клапан. То есть еле-еле. 1400 кубов, 2600 оборотов в минуту. Как бы что-то не очень он как-то работает. Сейчас я попробую подключить как надо и покажу разницу. Так, вот я переподключил как надо. Вот теперь как он работает. Разница очевидна. То есть сразу напор улучшился. Одна из самых частых неисправностей в вентиляторах. Все, спасибо за внимание. Всем пока.